Всем бобра, дорогие друзья, с вами... А я здесь и сейчас, с вами я, Сашике, и сегодня речь пойдет про Baldi's Basics. Как мы уже все давно привыкли, Baldi's Basics это уже не хоррор-игра, а скорее просто как индюшка прикольная, с рандомно сгенерированными уровнями, прикольным босс-файтом в Classic Remaster, ну и так далее. Однако с самого начала Baldi's Basics позиционировал себя именно как хоррор-игра. И, видимо, чтобы вернуть всю эту хоррорность, Mistman 12 решил недавно начать ARG по этой игре. Спросите, что за ARG? Ну, если вы следите за моим телеграм-каналом или же смотрите мои стримы, то я думаю, вы уже наверняка в курсе. Ну, а если вы не такой человек, ничего страшного, сейчас я вам все объясню, расскажу и разложу по полочкам. Начнем, пожалуй, с моего айсберга по Baldi's Basics, а именно, когда он вышел. Он вышел в конце августа 2022. И, как назло, спустя парочку месяцев, в октябре того же года, выходит Baldi's Basics Classic Remastered, который рассказывает немножечко больше лора, добавляет интересные вещички по типу босс-файта с FileName 2, ну и все такое прочее. Однако здесь не то, что было бы очень много вариантов для развития теории или там мистики, потому что все и так было достаточно очевидно, то что, ну это обыкновенная индюшка, чтобы развлечь фанатов. Классно получилось, ставлю 5 баллов и 10. В ней для истинной концовки необходимо встретить FileName 2, или же как он себя называет 0, что на самом деле неправда, потому что 0 используется в программировании как пустое значение, то есть 0, то есть ничего нету, поэтому у него FileName 2 нет имени, поэтому я буду называть его FileName 2, а не 0, окей? Так вот, FileName 2 необходимо встретить во всех трех секретных местах в игре, а именно в стиле Classic, в стиле Bash the Bash и в Demo Plus версии. А также пройти любой из стилей с включенными модификаторами, которые можно включить по ходу проходя игры. В таком случае нам открывается стиль Glitch, или же нулевой стиль, в котором уже никого нет, кроме уже самого FileName 2. Нам необходимо все так же собрать все 7 блокнотов и пытаться выбраться из школы, однако FileName 2 нам этого не даст сделать. Дойдя до 4-го выхода, FileName 2 его начисто перекрывает, из-за чего мы не можем уже выйти, и начинается легендарный босс-файт, в котором нам необходимо закидывать предметами FileName 2, и, собственно, и это все. В конце мы попадаем в какой-то кабинет, судя по всему, офис Mistman 12, в котором нас снова встречает FileName 2 и говорит то, что это он сломал игру. Однако ему не стоило этого говорить, ведь именно это и не давала игра сказать ему. Всякий раз, когда он пытался сказать нам правду, его голос сломался, глючил, из-за чего нифига не было понятно, и все, что FileName 2 мог сказать, так это просто уйти, закрыть игру и больше сюда никогда не возвращаться. Что, собственно, мы не сделали, и сделали все ровным счетом наоборот. Игра разозлилась на FileName 2, из-за чего его полностью удалила из игры. Теперь, если сходить во все те секретные места, которые мы хотели до этого, там уже FileName 2 не будет. А будет только Балди. А стиль нуля уже переименуется в Glitch стиль, в котором уже вместо FileName 2 будет за нами бегать глючный красный шарик Балдун. Это их, кстати, официальные имена. Пройдя и этот босс-файт, который идентичен предыдущему, нас встречает уже сам Майкл МакГоникал, или же Mistman 12, говоря «Спасибо тебе за игру». Ну и, собственно, на этом и вся игра и заканчивается. Однако в игре есть еще парочку моментов, которые неясно для чего они нужны. Например, в подвале Балди можно заметить какой-то странный отсек коридора, где запечатан потолок. Что это за место или чего оно требуется, неясно. Также есть еще заброшенный класс чистописания, на стенах которых расположены буквы. И судя по тому, что этот класс находится именно в подвале, неудивительно то, что Балди абсолютно не умеет писать. Также с небольшим шансом, как только тебя ловит Балди, в игре может произойти ошибка, выдав вот этот вот интересненький экран, в котором сказано то, что произошла ошибка и сейчас игра закроется. Но с еще меньшим шансом. Этот экран может поломаться и активируется будто бы секретная кат-сцена. В ней под очень раздирающие звуки для ушей мы можем увидеть фотографию FileName 2, стоящего на берегу озера. Через несколько мгновений он вылезет из этой фотографии, делая типа скримера, и игра и в этот раз закроется. И вроде бы это все, что было в игре из секретных пасхалок. Больше там ничего нет, за исключением Бладера, но он не считается, поскольку он стоит чисто по приколу. И вот, спустя целый год после выхода игры, Mistman 12 в Твиттере пишет: «Спасибо всем, кто сделал меня счастливым и кто играл в это. А также хотел бы спросить, кто-нибудь уже нашел секретное сообщение?» Фанаты были немножечко не в недоумении, типа, о чем вообще идет речь, на что Mistman 12 рассказал. Видимо, походу никто ничего не знает. Ну тогда я дам парочку подсказок. Во-первых, хакинг не нужен, это не то, что находится в файлах игры. А во-вторых, если что-то не рандомизировано,
то значит сделано это нарочно. И лежало бы это сообщение так и дальше, никому не разгадано и не нужно, поскольку все скептически относятся к хоррору в игре, типа, ну камон, какой здесь может быть хоррор? Однако этим заинтересовался пользователь QWERTY PC Game 17. Посмотрев все, что есть в игре, включая ту самую секретную концовку, он заметил то, что глюки на секретной концовке, а точнее на экране с ошибкой, а именно звук, с каким они появляются, расположение артефактов и так далее. Но вот что не рандомизировано, это тот самый аудиофайл, который воспроизводится, когда мы видим озеро с файл name2 на нем. Если прогнать данный аудиофайл через спектрограмму, мы увидим там что-то похожее будто бы на FL Studio, как будто это ноты. К сожалению, эти ноты ничего не значат, они находятся на абсолютно разных частотах и не думаю, что они пригодятся для расшифровки. Именно об этом QWERTY и написал в своем посте в Твиттере, а именно описав то, что кроме вот этой секретной концовки, он больше ничего особенного и не нашел. Может быть, он просто не там ищет. И он был прав, он действительно не там ищет. Missman12 с альт-аккаунта написал ему, отправив изображение alphabetshi.png. На этом изображении изображены, собственно, буквы в алфавитном порядке. Это была подсказка, то, что нужно искать именно в классе правописания, поскольку именно там находятся эти самые буквы. Как правило, в классах чистописания буквы расположены как бы в алфавитном порядке, что очевидно, чтобы научить детей, как правильно в каком порядке все буквы находятся. Однако тут было что-то не так. Буквы были расположены не в алфавитном порядке. И это наталкивает на мысль на то, что они были расположены так не рандомно, а специально. Именно об этом и сказал Missman12. У каждой буквы есть собственный цвет, и еще что более интересно, некоторые буквы свисают по какой-то причине. С этими буквами надо определенно что-то сделать, но вот что? Спустя какое-то количество времени, 14 марта 2024, нашему QWERTY пишет незнакомый ему человек, ну просто рандомный пользователь из Дискорда. Я не совсем уверен, что это может помочь, но ты пробовал использовать описание к нулевому стилю? На самом деле, да, QWERTY признался то, что он пытался с этим кодом что-то сделать, использовать разные шифры, однако все было тщетно. В то время QWERTY был не в онлайне, и поэтому на это сообщение отреагировал другой пользователь, его друг по имени Cheating Exploration. В дальнейшем я буду просто называть его Cheating. Cheating ответил то, что это просто какая-то тарабарщина, и она, очевидно, сделана рандомно. Они были неправы. Если убрать 0 и /n в начале сообщения, то получится все та же тарабарщина, но это шифр Visionera. Как я это понял? Ну, это достаточно очевидно, потому что Missman12 достаточно часто использует именно этот шифр. Видимо, ему очень нравится этот шифр. Однако не хватает еще две детали. Нам необходим алфавит для расшифровки, а именно последовательность букв, и ключ. С ключом, наверное, более-менее понятно, потому что ключ 0. Он написан прямо в самом начале. А алфавит? Где же мы возьмем алфавит? Думаю, вы уже догадались, то, что нам нужна та самая последовательность букв из класса правописания. А значит, берем сообщение, используя вот этот самый алфавит, а также ключ 0, и мы получаем следующее сообщение. Какая польза от шифра, если его существование не имеет контекстуального обоснования? Поняв, что на этом уже все, и это, видимо, тупик, потому что дальше уже нет никаких других ключей, Cheating написал об этом Missman12, то что вроде как мы нашли секретное сообщение. И это оно и было. Missman12 отреагировал следующим сообщением. Поздравляю, вы нашли секретное сообщение. Теперь все, что вам осталось сделать, найти контекстуальное обоснование его существования. Первый этап АРГ пройден. Да, это все пока что был первый этап. Первым этапом было именно найти секретное сообщение, которым и оказалось то самое, какая польза от шифра, если его существование не имеет контекстуального обоснования. 15 марта все и закончилось. И вот совсем недавно, 19 апреля 2024, начинается второй этап АРГ. И связан он непосредственно с паролем на сайте. Ну давайте я дам объяснение, как люди вообще нашли именно этот запароленный сайт. У Missman12 есть свой собственный официальный сайт basicallygames.com. И если что-нибудь ввести в строке поиска, то мы получим 404 ошибку. Ну, в смысле, такой страницы нет и все. И начиная с 6 апреля, эта страница начала очень сильно искажаться. С каждым днем на нем появлялось все больше и больше слов 0, и они просто начали заполнять всю страницу. Чуть позже на странице вообще ничего не осталось, хотя в центре страницы все равно было написано 0. И вот 19 числа все вернулось в норму. Вроде как. Однако, если пролистать страницу чуть ниже, мы увидим ссылку. Вы можете вернуться к нулю, нажав сюда. Перейдя по этой ссылке, мы заходим на запароленную страницу, которая требует с нас доказательства контекстуального обоснования. Также в уголке мы видим странные символы и текст «Игнорируйте это, пока оно не станет очевидным». Куча слов 0000 в середине.
Ну и все. Задний фон, кстати, как вы поняли, взят уже из Baldur's Basic Classic Remastered, а именно с экрана ошибки. На данный момент пока что ARG на этом заканчивается. Пока что у нас нету абсолютно никаких зацепок, ключей, подсказок или что-либо еще. И если вы думаете то, что, ну, надо, наверное, ввести 99 в пароль, то, ребята, это слишком очевидно. В коде страницы также ничего нет, поскольку Mistman 12 говорил, это не то, что спрятано в файлах. Хотя, возможно, речь шло про секретное сообщение, но все же, я не думаю, чтобы Mistman 12 стал прятать именно что-то в коде страницы. А если бы и стал, то это было бы слишком очевидно. Mistman 12, видимо, не фанат настолько очевидных подсказок. Ну и, собственно, и на этом все. Пока все, что у нас есть в наличии из неиспользованных ключей, те самые декодированные ноты из аудио, которые пока что не пригодились, цветовая гамма у букв в том самом классе для чистописания. Ну и что самое интересное, 6 из этих букв, они свисают. K, Q, J, N, G и Z. Заметьте то, что они не все свисают. Конкретно буква N и буква G, они немножечко наклонены. И заметьте то, что они немножечко свисают, достаточно сложно. Пока что это мало что нам дает, да, на самом деле вообще ничего не дает. Также люди пытались переводить в код Морзе или же в двоичный код вот это вот 000 сообщение. Однако, все тщетно. Да не то, чтобы это вообще помогало. Что интересно, последовательность появления заглавных букв в сообщении 00000 идентична описанию из Baldur's Basic Classic Remastered, а именно описанию гличевого стиля. Может ли это значить что-то, либо же это просто есть. Пока что совсем не ясно. Ну, как я уже говорил, ARG буквально только-только началось, а именно его вторая часть, 19 числа. И поэтому пока что очень многое не ясно, и мы еще много чего не знаем. Мы можем столько строить теорий, что это могло бы быть, и как это расшифровать. Так что, если у вас есть какие-нибудь свои варианты, обязательно пишите в комментариях, я передам их, собственно, тем самым разгадчикам, которые это все и замутили, а именно QWERTY и, собственно, читингу. Если вы хотите серьезно, прям намеренно помочь расследованию, допустим, вы отлично владеете криптографией или же очень любите ARG-шки, то welcome to the club, ребята! Ссылка на сервер по балде, в котором они все это разгадывают, находится в описании. Также следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Ну и, собственно, на это все. Новые видео по этому ARG будут выходить так быстро, насколько это возможно. Но желательно все-таки заходите в наш телеграм, поскольку туда новости выходят прям моментально. Потому что, ну, там ничего не нужно озвучить, а просто написать пару текстиков, скриншотик и готово. Может, я даже сам чего-нибудь надумаю, но я пока не знаю, что здесь можно надумать. Мы на прошлом стриме, когда пытались это разгадать, потратили несколько часов, и в тот раз мы ни к чему не пришли. Все тогда. Спасибо за просмотр, с вами был я, СШК, и всем адиос.